Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартюа. В этом ролике я буду убивать двух зайцев одним махом. Почему я так говорю? Потому что, смотрите, в одном ролике я обещал собрать драконов, рыцарей, магов, а в одном ролике, вчерашнем, я обещал собрать Драгунайта. Поэтому в этом ролике я буду пытаться собрать керри Драгунайта через драконов, рыцарей и магов. Я думаю, это довольно-таки интересно звучит, если у меня, естественно, все получится. Ну, по крайней мере, я так хочу это сделать. А как оно будет идти, это уже, ну, дело третье. Тут просто есть еще охотники и тайт, поэтому игра через драконов, рыцарей и магов будет не совсем целесообразна, потому что, я думаю, все прекрасно знают, что если есть в катке тайт, а так как в мете сейчас охотники, и их собирают все и вся, кому только не лень, соберется тайт, соберутся морские, выкатится мне это все вот так вот на лицо, и все, и, скажем так, будет массаж моего лица. А еще, кстати, есть такие вот молодые люди, как жрецы. Я же вчерашний ролик выпустил по поводу жрецов. Все, я уже вижу свои плоды, хоть там и немного просмотров, но я уже вижу свои плоды. Почти в каждой катке находится бог-жрец, через жрицу в тройку. То есть, ну, все как надо, все по фэншую, все как доктор прописал. А еще, я вначале увидел, что там есть реликвия Маморы. Поэтому, дай бог, мне придет Драгунайт, дай бог. Я даже, наверное, буду ранний 6 уровень брать, для того, чтобы мне пришел бы ранний Драгунайт. Я на это надеюсь. Надеюсь всеми силами. Так, ну, клевер, наверное, мы возьмем. Или не возьмем? Ну да, возьмем. Возьмем, потому что я сам хочу попробовать стартнуть через охотников, так как это будет легчайший старт. Серьезно? Серьезно? 5 лун тебе пришло? Ты серьезно? Тебе 5 лун пришло? На третьем раунде? Не, ну это полноценный скилл. Скилл на все лицо. Обалдеть. Не, ну что, ну такое это прям жестко. Это очень жестко. Сказать, что это жестко, это все равно, что ничего не сказать. Но я скажу, это жестко. Это очень жестко. Обалдеть. Обалдеть. Ну, ладно, что ж, вот такой вот старт у нас сегодня. У кого-то луна почти в двойку, 2 штуки. Ой, одна в двойку и вторая почти в двойку. Ну, короче, будем пытаться убивать зайцев одним махом. 2 зайца одним махом. Ну, короче, вы поняли. Я сейчас запутаюсь. В общем, будем убивать одним махом 2 зайцев. Выговорил. Идеально. Не все потеряно. В общем, ладно, все. Самая ирония, это, конечно, круто, но ее должно быть в достатке. А то я что-то как-то, по-моему, перегибаю немного палку. Ну ладно, ладно, все, опустили, проехали. Гриттер. Гриттер. Знаете, а я давненько как-то еще и на гриттерах не играл. Есть у меня, конечно, одна идея. Есть одна идея. Но, давайте сделаем следующим образом. Так, инвестицию я пока что отправляю в правый нижний угол. Можешь не фризовать? Я тебя молю, у меня RTX 3060 Ti, у меня проц 11 поколения, 16 ГБ УЗУ. Можешь не фризовать? Я тебе молю. Молю просто. Ей-богу. Игра не Сталкер 2, в котором нужно тонна требований для того, чтобы она не лагала. Хочется мне прям взять эти... И все, и пока. Ну, ладно. Охотники, по дефолту уже есть охотники. В общем, что я хотел сказать. Смотрите. Если этот ролик соберет 50 лайков, то я реализую шаманов через волшебников. Моих любимых шаманов через волшебников. Да, они уже были, но у меня есть одна идея интересная. И звучит она следующим образом. Я хочу, чтобы у меня было гнездо Маморы. Я хочу, чтобы упал рано солнечный шаман. И хочу этого солнечного шамана засунуть в гнездо Маморы, чтобы у меня появилась ранняя тройка. И вы просто представьте на одно мгновение. У меня ранняя тройка солнечный шаман. У меня есть волшебники. Я делаю фулл шаманов через волшебников. И там просто одни легендарки будут попадаться. Вот одни легендарки. И, кстати, я совершенно забыл сказать. Всех с наступающим. Я не могу поверить, что осталось немного времени для того, чтобы уже наступил Новый год. Это прям жестко. Я, кстати, наверное, в уровень выйду. О, OG уже вышел. Ладно, беру уровень. Как я уже ранее сказал, мне нужна максимально быстро фиолетовая фигура. И вот 6 уровень дает призрачную 7% надежду на то, что у меня будет... Только не скажи, что это лондруид. Ух, это Тускара. Внешне был похож на то, что это лондруид. А еще, кстати, хочу сказать, что сегодня будет в 6 часов вечера по киевскому времени стрим. Стрим
Ничего себе. А чё, а можно мне еще гнездо Мамора упадет, а? Молю. Не буду говорить одну фразу, но сделаю все как надо в лучшем виде. Хочется, конечно, знаете, кого мне взять? Мне хочется Жрицу Света взять и Трента взять, чтобы у меня было море от хила. И вообще была игра просто идеальной. Ну вот я подумаю, нужна ли мне эта Жрица Света в целом? Мне нужен дамаг. То, что я... Не, ну хотя я буду довольно-таки много жить, и тогда будет все замечательно. Не, я пока что не буду, наверное, покупать. Единственное, что если я выиграю раунд, то я куплю Трента. Ну вот же вылетел, тут бот за него играет сейчас. Будем фармить его. Так вот, в 6 вечера по киевскому времени будет стримчик. Всех жду, ребят. В Телеграме, соответственно, я напишу, будет ли стримчик 100% или его не будет. Ну, поэтому, ребят, кто не подписан на телегу, в комментариях закреплен, подписываемся, не стесняемся. Там еще есть чат комьюнити, где можно поболтать и некоторые вопросы узнать, пообщаться и тому подобное. Короче, я думаю, вы меня прекрасно поняли, ребят. Подписываемся на мою телегу. И не только на телегу, а еще и на YouTube. На ютубчик. 2000 подписчиков мы, конечно, не успеем замутить до Нового года, но хотя бы сколько успеем. В общем, ладно, все, такие моменты ключевые мы опускаем и полностью погружаемся в каточку. Сразу говорю, многие могут меня судить за Dragon Knight, и я, скажем так, буду 50 на 50 с ними согласен. Почему? Потому что Dragon Knight, он сильный персонаж, очень сильный персонаж, но его трудно реализовать из-за того, что много предметов ему надо. Но так как я его хочу собрать раннюю троечку, я думаю, будет неплохо. Ой, кстати, Луна тут в двойку, конечно, нормально. Мне так сейчас лещей надает. Но, кстати, вот... Или я дам ему лещей. О май гад, он тупо не вышел из стана. Отлично. Мне такое нравится, мне такое подходит. Волшебники прут только так. Есть еще, кстати, Мартретка. Я, кстати, предмет забыл Рок Войны передать в эту в визажа. Это визаж, это дракон, нежить, охотник, короче, это визаж. Это визаж из доты, и я забыл отдать ему Рок Войны, за что мне нет прощения. Ну, я думаю, вы меня простите. Ну, кстати, знаете, я могу попробовать и через гриттеров поиграть. Как раз, вот я сейчас объясню свою логику, почему я задумался по поводу гриттеров. Хотя я в начале ролика сказал, что я буду играть на драконах, рыцарях, магов и, соответственно, керри ДК делать. Это тоже прикольно. Но я же говорю, это обоюдоострый меч из-за того, что могут собрать морских. И если соберут морских, то будет финита ля комедия. Ой, лицо оторвут мне. Вот прям как... Или я выиграю тут. Ничего себе. Я гриттера... Хорошо, что я Рок Войны отдал этому коню. Кстати, кто знает, напишите в комментариях, сколько держится огонь Хускара. Вот сколько времени держится огонь Хускара. Там не написано, сколько огонь Хускара держится на его пассивке, поэтому я даже чекать сейчас не буду. Вот, может быть, кто-то знает. Поэтому, ребят, напишите в комментариях, сколько держится огонь Хускара. Как по мне, он держится вечно. Вот, реально держится вечно. Луна, конечно, мне идет, но из-за того, что есть челик с ником Донтвори, то... Извините меня. Я думаю, нет смысла никакого брать Луну сейчас. Так, давайте, ребят, молимся Богу рандома. Все вместе сейчас затаили дыхание и молимся Богу рандома. Почему я говорю, что молимся Богу рандома? Потому что мне нужна реликвия Маморы. Ну, кстати, даже если у меня не получится реализовать драконов-магов, то Dragon Knight это ж рыцарь, правильно? А значит... О, здорово, смотрю тебя постоянно. J33, привет тебе. Ты в телеке? Готовься стать популярным. Спасибо. О май гад. В общем, J33, привет тебе. А теперь готовься. Ну, сегодня у нас будет контент, ничего себе. Гнездо Маморы на 10-м. Дай бог, к 20-му раунду у меня ДК станет в троечку. Дай бог, молимся, ребят. Молимся вместе со мной. Я очень надеюсь, что у меня ранний ДК будет в тройку. Очень. Притом я еще хочу такой нестандартный билд сделать. И сам керри, Dragon Knight, он нестандартен. Поэтому наслаждаемся. Это прикольно. Я думаю, будет сейчас весело. Кстати, боги-орки собираются, походу. Вот Кинг, не знаю, короче, как он там читается, но Кинг. Ну а что они такие ники попридумывали? Как их читать? Вот напишите в комментариях, как читается вот этот вот ник. Кинг Мокмен. Не знаю. Ух ты, у меня винстрик.
А не хочу я иметь винстрик. Сейчас же придет охотник и заберет себе винстрик. Кстати, не апнулось только что мою гнездечку. Манки Кинг. J33, ты меня пугаешь. Неужели ты хочешь стать тем, кто будет меня выносить? Не, ну Манки Кинг под гритерами это сильная тема. Очень сильная тема. Вот сейчас, кстати, придет ко мне вот этот вот молодой человек на охотниках, даст мне в табло, заберет мой винстрик, заберет то все, что я инвестировал. Кстати, гнездо Амора купил пока что только я один. И меня это радует. Это очень хорошо. Это шикарно. Я бы даже так назвал. В общем, керри ДК. В чем его плюсы, в чем его минусы? Давайте сразу расскажу. Во-первых, вы его собираете в тройку, и вы 5% магического урона наносите от максимального хп противника. При этом у вас огромная АОЕ 100% тычка. АОЕ. Мы все на дне. Ой. Ну вот, что я говорил. Сейчас придет ко мне вот этот вот обоссанный охотник и вынесет мой винстрик. Еще один драгонайт, спасибо. Одного мало, давай два. Пригодится. На сдачу взял, чисто. Бесит. Бесит. Ну, мне просто охотники вот здесь находятся. Вот серьезно, охотники вот здесь прям. Поперек горла встали и все. Делай, что хочешь с ними. А все потому что шмоток не хватает, а охотникам что? А что им надо? Ну, их легко контрить, этих охотников. Элементарно просто берешь 3 волшебника, ставишь воинов, они сами себя выносят спокойно, так на изи. Двухзвездочный уже. Ничего себе, ну 13 раунд, это отлично, отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. У него разор в двойку, кстати. J33. Я так понял, мы с тобой 1 на 1 останемся. Ты со своим Манки Кингом, а я со своим Драгонайтом. Ну готовься, битва будет не сладкой для тебя. Я думаю, для меня тоже, потому что там охотник будет. На самом деле, охотника я не боюсь. Кстати. А есть идея. Зачем мне вот этот визаж, когда у меня есть орк-жрец? В принципе, даже мой арта, когда в двойку соберется, то будет замечательно все. Кстати, может гритера поставить? Я бы вообще половину народа отсюда выкинул. 4 из 9 Драгонайт. Ребята, короче, знаете, что я сейчас понял? Вы в этом ролике запечатлите рождение истинного короля драконов. Я даже, наверное, такой ролик назову. Истинный король драконов. Это, конечно, не Дейнерис бурерожденная из Игры Престолов, но тоже ничего себе, Драгонайт целый. Короче, в чем плюсы Драгонайта, в чем минусы? Как я уже сказал, на 3 уровне вы имеете массовую, огромную атаку. Это первый момент. Второй момент. Вы огромное делаете замедление. Мало ли того, что вы замедление накидываете, так вы еще наносите 5% магического урона от максимального здоровья противника. Это жестко. Жестко даже в том плане, то, что вы наносите огромнейшее замедление со 100% АОЕ дамагом. Ну вот вдумайтесь, 100%. 5 из 9. Боже, не дай бог. Да, я очень надеюсь, что к 20-му раунду он будет. Рождение истинного дракона. 100% надо. 100% такой ролик будет называться. Рождение истинного дракона. И надо будет найти какую-то картинку, знаете, такую под превьюшку, чтобы это прям все совпадало красиво, ярко. Песня. Какие у меня планы наполеоновские целые. Ладно, короче. Вот, ну, в принципе, это все его плюсы. Минусы. Сразу перейдем к его минусам. Во-первых, ему нужны некоторые предметы. Некоторые предметы, это ему либо мана нужна со старта. Это как бы, ну, гадалки не ходи, но мана нужна. Какие в идеале ему предметы нужны? Гиперстон 100% необходимый, потому что скорость атаки, естественно, ну, этот предмет необходим всем милишным керри. Короче, всем керри, которые бьют с руки. Дальнего, ближнего боя, неважно. Неважно, какой там рейнджи, там спереди, сзади. Нужен этот гиперстон. О, молодой, горячий. Смотри, кого нашел. Ты глянь. Манки Кинг. Ну, J33. Тебе сегодня... я, короче, у тебя его немножко конфискую. Мне он тоже нужен. Ой-ой-ой, баф гоблинов собрался. Надо... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, безумная маска, рок войны. Блин!
Чё так время быстро прошло? Боже, вот это вот моя невнимательность. Ёлки-моталки. Ну, дурак. Красавчик, просто красавчик. Ну, молодец, Санечка, молодец. Забыл переставить... Ох. Короче, вы меня поняли. Вы меня поняли. Хотя на самом деле, в принципе... Не, бред эти гоблины. Дурак. Дурак я то, что взял и просто провтыкал этот момент. Кстати, G33 тоже на гритерах решил. Но это уже закон подлости. Либо ты меня просто стрим снайпишь сейчас, либо же это закон подлости. Как-то 79... 79! Отлично. Неужели он у меня к 18-му, к 19-му раунду будет? Вы просто на мгновение представьте себе. Ранняя тройка фиолетовая. Это ж, ну, ничего себе. А вы прикиньте, что еще будет? На 20-м раунде мне упадет тоже гнездо Маморы. И я закину там Манки Кинга. Вот это тоже будет. Король обезьян еще вывалится. То есть будет у меня король драконов и король обезьян. Отличное сочетание. Блин, 79 плохо. На самом деле, ой-ой-ой, Марси. У меня есть как бы макака, зачем мне... Просто, понимаете, Манки Кинг, он дает стан. Кстати, о птичках. Вот это вот надо улучшение. Не знаю, гиду оставить или не оставить. Оставить или не оставить гиду. В целом мне вообще Марси не особо нужна. У меня есть Манки Кинг. Соберется он в двойку, в тройку будет замечательно. Там стан будет лютейший, урон будет лютейший. И на всякий случай я его возьму на запас. Так, ой, я завершил... Не, но он собирает воинов. А у меня будет Dragon Knight с АОЕ атакой. В принципе, я думаю, этого воина мне можно не бояться от слова совсем. Сейчас, конечно, надо бояться, потому что, ну, ничего себе, он мне там по горбу накидывает. И, кстати, упал лук. В принципе, неплохо. А АОЕ тычка, это будет хорошо. Да, я, наверное, Манки Кинга оставлю на всякий случай. Соберется он у меня в двойку, замечательно. Соберется в тройку, шикарно будет. Будет у меня реально истинный король драконов и истинный король обезьян. Боже, как это звучит. Фуриончик. Блин, у меня еще Драгонай даже не апнулся немного. Плохо. Ладно, пока так поставим. Надо, чтобы уже в скором времени какой-то апгрейд был. Тяжело без апгрейда. Давай, 20 раунд. На 20-м раунде я жду Драгонайта в тройку. На 20-м раунде. Что? Мне сейчас, ну, я сейчас правильно вижу то, что учила сейчас? Орк-шаман. На 8-м уровне в 50 монет он имеет себе дубликаты. И у него есть орк-шаман. Серьезно? Мне как бы сейчас это не грозит. У меня гритеры. Но орк-шаман. Серьезно? 1% на фигуру. 1%. И Драгонайт у меня до сих пор не апнулся. Это плохо. Ух ты. Такое улучшение я хочу. Такое улучшение нам надо. Кстати, надо этого скипать молодого алхимика. Он мне не нужен. Можно, знаете, кого будет поставить? Еще полуорков сверху. Вот. Ой, так у меня там еще рок войны для этого молодого есть. В общем, самый главный минус Драгонайта — это у него есть мана. И ему нужны предметы. То есть ему нужен гиперстон, криты какие-то. То есть самое главное, вот если вот я сейчас играю через гритеров, у меня есть гритер. Соберу его в тройку, со скоростью атаки не должно быть проблем. Но Драгонайту нужно перевоплотиться. Он у меня до сих пор не апнулся. Это очень плохо. Это настолько плохо, что не передать словами. Ладно, я надеюсь, что у меня хотя бы сейчас там реликвия снова гнездо Мамора упадет. Не знаю, как-то, наверное, вот так вот сделаю. Криты. Мне надо предмет 3-го тира попробовать найти. И посох классная тема. И двухстволка классная тема. Я, наверное, возьму двухстволку. Хотя, на самом деле, можно было бы и посох взять.
Точно, мне надо было посох взять. У меня же Драгонайт будет бить магическим уроном. 5% от максимального здоровья. 5%, ребят. 5% от максимального здоровья это, ну, не копейки. А причем у меня еще был бы посох 3-го тира. О, кстати, а может сейчас у меня упадет? Так, давай. Давай. Шар бездны. Ну там есть магия. Вот из-за того, что тут есть много магического урона, я шар бездны пока не хочу пикать. Не хочу скипать. Пикать, я говорю. Дракон, ну рождайся уже, ну чуть-чуть осталось. Последняя стадия, давай. Рождение дракона на последней стадии. Не знаю, тебя в костер кинуть или что, но давай, ты мне нужен. Посмотрите у Гридера какая тычка, кстати. Не, надо вот этого орка-жреца все-таки качать. Надо, по-любому надо. Вот, так я его сейчас задушу. Вы гляньте, сейчас он не выйдет из стана. Все. А что такое? Ой, корни там лондруида сработали. Еще и тюрьма как бы была от Гритера с увеличенной скоростью атаки. Так. Дракон родился. Дракон родился. Встаньте, подданные его. Истинный дракон на месте. Так, а теперь, где мои там предметы? Несите корону. Несите корону королю. Все, смотрите сейчас, какой контент будет. Короче, мне надо было в действительности брать посох 3-го тира. Не двухстволку, а посох 3-го тира. Я как-то, знаете, ну, что-то как-то поплыл немножко в моменте. И... Ну, вот, кстати, Дунтвори играет на магах, и как-то Драгонайт их особо не ощущает, как по мне. Кстати, тычка 600 у него плюс. Неплохо там дракон наваливает. Дает жару. Так вот, мне надо было посох 3-го тира все-таки взять. Все-таки магический урон стычки. Скорость атаки у него 0.8 сейчас благодаря тому, что у него есть двухстволка. Хотя на самом деле и двухстволка это тоже не ошибка. Но мне кажется, посох 3-го тира был бы намного мощнее, нежели двухстволка. Короче, я думаю, магов я развалю сейчас в изи. А ну, кстати, что там охотник себе закинул? Где-то. Не, ну, в принципе, броня тоже неплохо. Все-таки минус армор накидывать. Ну, по мане, конечно, вообще грустно. Мне нужно какие... Вот если бы гиперстон упал, было бы замечательно. Вот если упадет еще мне бусы 3-го тира, то будет вдвойне замечательно. Короче, мне нужна скорость атаки. Видите, у него как бы приятная сейчас анимация тычки, но все равно тяжело. И знаете, что идеально под Драгонайта зайдет? Это взгляд Азеса. Во-первых, его тычка нереально замедляет. Во-вторых, взгляд Азеса будет нереально замедлять, еще и хп реген резать. А если бы у меня был гиперстон, то есть смотрите идеальные предметы. Маска 5-го тира, взгляд Азеса, гиперстон, посох 3-го тира. Если все это под гритерами приукрашено, то можно, в принципе, бессмертие какое-то взять. И, в принципе, я думаю... ну и МКБ так чисто, чтобы... ну еще криты! Короче, если падает взгляд Азеса, окей, гиперстон замечательно, вообще шикарно. Падает посох 3-го тира, просто тоже замечательно. Не, ну магов я пока разваливаю. Я думаю, он даже не доживет до своей стадии пиковой. Пока у него не 6 магов, я думаю, он не доживет, поэтому у меня есть время. Единственное, что я хочу сейчас, это апгрейднуть этого Трента. Какой-никакой, но это отхил. Да, я, наверное, возьму волшебников сейчас, чтобы поставить их в одном моменте. Ну, охотник. Имеет винстрик 9, да, у него предметы, ну, тройку Тракса. Угу. Мне больше интересно, почему он туда закинул жреца в тройку. Вот напишите мне в комментариях, что думаете по поводу этого. То есть, зачем он закинул жреца нежить в гнездо Мамора? Он бы мог закинуть туда медузу, раз уж так на то пошло, и собрать медузу. Манки Кинга. Ну, инсеки я сейчас, думаю, не смогу еще. Точнее, короче, инсеком будет ГГ. Но вот, кстати, то, что там бог маг собрался уже. Но он довольно-таки слабый, тут бог маг. Меня больше смущает это охотник. Поэтому посмотрим, что будет. Ну, кстати, мне пока что нравится под гритерами Dragon Knight. Но на самом деле, я думаю, какой-то Манки Кинг, либо же АМ смотрелся бы в разы лучше под гритерами. Надо, кстати, будет попробовать как-нибудь.
Как-нибудь нужно будет это попробовать. Я хочу Манки Кинга попробовать. О, кстати, сюда. Так, улучшение подъехало. Отлично, можно продавать. Так, сундук 3-го тира упал. Давай, гиперстон. Гиперстон, хочу гиперстон. Я очень хочу гиперстон. Не, ну, почти гиперстон, да. Ну-ка, давай. Ладно. Рот завалил. И переделать ничего не могу. Обидно. Не, ну мне пока что нравится мой стол. Единственная проблема — это в действительности охотник. Как ни крути, но он меня может нормально так отправить на небытие, в небытие. В небытие. Боже. Фух, потная каточка, конечно. Но я рад то, что у меня Драгонайт в тройку. Это необычный керри. Вот согласитесь, ребят. Кто согласен со мной, напишите в комментариях, насколько это необычный керри Драгонайт в тройку. Я думаю, это... Блин, а мне хватило на 8 уровне, и я мог поставить еще одну фигуру. Ну вот как-то, смотрите, с бусами какой-то отхил, ну прям вообще не очень. Согласитесь. Да, отхил есть, как бы, из-за того, что у меня... Это ж охотник тут был, я у него забрал винстрик. Делать деньги вот так. Я, кстати, кунку поставлю, все-таки станчик мне больше нравится. Пока что Манки Кинг, он немного useless. Он useless из-за того, что ему нужны будут предметы для того, чтобы он смог себя реализовать. Но мне пока... О, кстати, 9 охотников. Получается, топ-1 сейчас по хпшке на охотниках играет, и Ичига играет на охотниках. Ну, на первом месте более страшен для меня. Так, ну что, а 9 охотников не работают против гритеров. Ой, какая беда. Dragon Knight бьет в Муэрту форму из-за того, что у него тычка, прикиньте, магическая. Отчасти магическая. Это прикольно. Я думал, он не будет бить. А оказывается, бьет. Прикольно. Буду знать теперь. Вот видите, несмотря на то, сколько я играю, сейчас даже для меня некоторые вещи становятся открытием. Вот, кстати, 9 воинов это не то, что я хочу. Ну, посмотрим. Может, ДК справится с 9 воинами? Как-никак... А, нет, подожди, у него же не такой огромный урон сразу будет. Скорее всего, воины меня вынесут. Почему я так думаю? Это потому что, смотрите, у меня штики 5% от максимального здоровья. А вот теперь давайте на секундочку представим, сколько наносить будет урона в секунду я себе против этих воинов. То есть меньше половины хп, там чуть ли не... О май гад! Ты заставляешь сердечко мое биться чаще, J33. Антимаг в двойку с аганимом. Спасибо, хотя бы не в тройку. Обалдеть. Еще и предметы посмотрите какие. 2 Мьёльнира, гиперстон. Знаете, чему его не хватает только для того, чтобы выносить вообще все и вся? Маски 5-го тира. Появляется маска 5-го тира, все. Это труба. Не знаю, может поставить... Ну, мне, знаете, я думаю, что я буду драться с J33 1 на 1. Есть такое жесткое подозрение, что буду драться с ним 1 на 1. Поэтому мне нужны будут персонажи, у которых нет маны. То есть мне нужен какой-то Манки Кинг. Желательно, кстати, мне нужен Вайпер. И какие еще персонажев я могу таких же... Антимага, в принципе, могу взять. Почему нет? Это работает в обе стороны. То есть я возьму просто себе антимага из-за того, что у него есть пассивка. И Вайпера возьму. И Гиду, кстати, вот еще буду апать. То есть смотрите, какие у меня персонажи будут... Стоп, сейчас, секундочку. Надо вот этого охотничка. Эть. Блин, как много урона у Драгонайта. Мало ли того, что у него замедление, будь здоров, так у него еще и урона, будь здоров. Так, Ичига вылетел. Один охотник, прощай. Остался, ну, вот самый грозный для меня J33. Да, надо собирать себе пассивочных героев. Так, еще есть, еще.
Короче, кого мне нужно делать? Вот кого мне нужно делать? Вайпер, Эгида, Манки Кинг. Уже 3 персонажа. Еще раз. Вайпер, Эгида, Манки Кинг. 3 персонажа, которые не имеют маны. Антимаг 4. Но тоже, если антимаг его присосется к моему Драгон Найту, он же мне просто, ну, 5-ю точку разорвет на британский флаг. У меня хоть и есть винстрик, но пока что он, знаете, держится на каких-то там сопельках. Так, что мне за предмет сейчас? А, мне тут же реликвия точно. А что за реликвия? Зевс. Бруда, можно бруду взять. Точно. Можно взять бруду. Это не будет ошибкой взять бруду. Бруда это будет то, что доктор прописал. Бруда это... Ну, кстати, клевер я, наверное, отдам... Трента пусть пока будет. Бруда, она будет давать тычку... Мастерская бума, кстати, берем. Берем мастерскую буму и давайте попробуем сейчас перекрафтить некоторые предметы. Так, ты... Двухстволку и... Палочку, давай палочку скипнем. Серьезно, маска? Маска это крутая вещь. Но я думаю, я возьму Радик. У меня есть бусы 3-го тира на отхил. Они меня... Обалдеть, какой там антимаг. Ё-ё-ё. Короче, я взял себе Радик по той лишь причине, что, смотрите, это мана-реген. То есть каждый тик будет восстанавливать мне ману. Вот, сейчас где он? Но пока что не слишком удачно прыгнул, но тем не менее. Вот, видели? Один тик, у меня сразу полная мана стала. Во-первых, это максимально быстрый мана-реген. Второе, это чистый урон, соответственно, это хп-реген. Третье, это миссы. То есть у него есть дефолтные миссы 25% и в радиусе еще 25%. То есть в общей там сумме будет 50% миссов. То есть против антимага какого-то неплохо. Кстати, чел на винстрике был. Это будет неплохо. Я не думаю, что это будет ошибка. Я думаю, это будет адекватная тема. Ну, у меня, кстати, вот еще это есть тема. Ну, я в дальнейшем, думаю, все-таки переделаюсь. Я вот как вижу, уже J33 нормально там себя чувствует с антимагом. Будут проблемы у меня. Я думаю, он меня будет нормально так наказывать. Манги Кинг не нужен. Зевс пока, наверное, пусть будет. Или провидец. Я думаю, даже провидец будет поярче. Я, кстати, как-то так сделаю гритеров, потому что там все-таки есть антимаг, который будет прыгать мне в лицо. Вот, кстати, Радик неплохо будет работать сейчас против воинов. Как-никак это чистый урон, который отражаться мне на лицо не будет. А, ну у меня же тычка дальнего боя. Ну вот посмотрите, как я сейчас умираю. Посмотрите, с какой скоростью я сдыхаю. А на кого ты дум свой навесил? Можно узнать? На Акса? Спасибо, на Акса навесил дум. Прикольно, у него 10 хп, я его... Вот... Хускара, кстати, можно. А, ну Хускара это будет уже воин, это будет лишнее. Только если кунку продать. Ну, в принципе, кунку можно будет продать. Ладно, пока играем как есть, а там уже разберемся. Так, он там антимагов вообще... Ну, посмотрите, он почти себе антимагов тройку собрал. Приходит ему еще один антимаг. Он без денег сидит, но придет ему еще один антимаг, не дай бог. Он же вынесет меня. Одного антимага ему не хватает, одного. Только антимагом в тройку. А, ну ему ж нету особого смысла от антимага в тройку. Вот если объективно... Нет. Или... Не, нормально. Неплохо. А мне пока нравится. Шикарно. Я, конечно, немножко не понял, почему он бил Вайпера. Причем он так настырно бил Вайпера. Я бы в любой другой момент обрадовался бы этой Empress Light, но не в этот момент уж точно. Empress Light мне сейчас не нужна. Она сломает мне пассивку
Не прикольно то, что там есть воин. Вот это вот не прикольно. Но вот то, что у него антимаг собирает... Ну вот понимаете, просто ему от антимага в тройку нет никакого прока. А чё там этот чел собрал такое? Чё он разобрал своих охотников? Что он там вообще такое собирает? Интересно. Интересно. Он меня как бы заинтриговал. Так, что ты там собрал такое? Дай посмотреть. О, J33 там воину проигрывает. Но меня такая же участь ждет. Я 10 возьму, чтобы поставить немножко больше фигуру без маны потом. Ну и плюс, чтобы Панки Кинг у меня хотя бы в двойку собрался. А жрец, может, пусть соберется в двоечку, в троечку. Ну, это, конечно, влажные мечты, что он соберется. Чего? Что ты собираешь? Если он хочет собрать богов-жрецов, это нереально лютая ошибка. Во-первых, тут два гритера. Во-вторых, да, тут есть как бы воин, которого он, может быть, сможет забирать. Но это дико вряд ли. Вряд ли он сможет себе, ну, убивать этого воина от слова совсем. Кто знает. Короче, я не знаю. Он собрал себе богов что-то там. Короче, непонятнее. Кто, ребят, понял, напишите в комментах так же самое. Кто понял и раскрыл его замысел. Кстати, после третьего тира упал. Замечательно. На 35. Это шикарно. Что мне может сейчас еще упасть получше? Магический урон, точно ж? Ну да, да. Процент от максимального здоровья. Да, все, в принципе, шикарно. Мне нравится, я доволен. Давай, дайте 2. Шучу, 1. Тут есть гритер, поэтому эти шмотки, которые все упали, они для меня бессмысленны, кроме БФ. Но БФ работать не будет. Миссы, в принципе, окей. Миссы, в принципе, окей. Это явно не ошибка. Я, наверное, сейчас, кстати, предметы некоторые переролю. Некоторые предметы их переролю. Сейчас посмотрим, секунду. Так, уровень берем еще немного. Лишним не будет. В общем, Battle Fury для меня работать не будет, потому что у меня будет тычка дальнего боя, и как бы делай, что хочешь. Клинок тени — это миссы, лишним не будет. У меня есть радик, есть огромный шанс, что по мне антимаг не попадет. А, соответственно... Нет! Не взрывай! Я только что, знаете, сценку из фильма «Звездных войн» вспомнил. Люк, я твой отец. Нет! Не бей! Ну, как же тебе повезло с твоим бессмертием. Ладно, я понял. Мне нужно как можно больше фигур без маны ставить. Провидца выкинуть. Поменять вот так вот местами надо сейчас расстановку, потому что антимаг любитель присосаться к чувакам с маной. Он вообще любитель присосаться. Это Леон на максималках теперь у нас. Который, мало того, что ману высасывает, не имеет КД на способности, взрывает тебя только в путь. Надо предметы переролить. У меня, кстати, есть же брошка. Ой, брошка. Мастерская бума у меня есть же. Отлично. О, как. Я вот так вот могу сделать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мьёльнир. Мьёльнир мне необходим. Это скорость атаки. Хоть у меня и есть гритеры, как многие могут сказать, которые дают мне баф на скорость атаки. Но извините меня, этот баф умножает на мою текущую скорость атаки. Он, кстати, воин. И Дум в Драгонайта. И Дум упал в Драгонайта. Спасибо. Кто вдруг не знает, эффект Дума, он не навешивает сайленс на Гритера. Но, тем не менее, он запрещает хп реген. Это самый лютый дебаф по Гритеру. Запретить хп реген. Ну, благо он хотя бы сейчас мне чуть-чуть нанесет. -1. Ну ладно, у меня еще есть время. Я надеюсь, J33 его вынесет. Потому что если J33 его не вынесет, мне нужно будет моментально быстро перестраиваться. Кстати, а ну-ка гуляйте лесом, молодые люди. Вот так вот. Больше фигур без маны. Больше фигур без маны. Трента я не хочу скипать. Трент — это полезная фигура. Ладно. Убедил. Убедил, скипаю.
Вот Радик, конечно, хорошая тема, но вот сейчас она не очень сработала против меня. Надо следить, куда он поставит своего антимага, потому что если он поставит своего антимага не так, как я хочу, он же меня устроит, ну, он мне устроит плохие вещи. Благо ему антимаг еще не приходит. Вот если бы у него антимаг Нет! А да. В принципе, окей. Не, у меня все равно взорвет, походу. Да, взорвет. Он по мне попадает, причем без шанса попадает. Обидно. Бессмертие, конечно, нормально так ему помогает. J33 уничтожен, вы... J33, я за тебя отомщу, не переживай. Я сейчас ему такое устрою здесь. Единственное, знаете, в чем минус? В том, что у меня куча фигур теперь, которые не имеют маны и нюков. Ну, в принципе, этого мне и не надо. Этого мне не надо. В общем, я сейчас соберу ведьмаков против этого воина. И все, и вынесу этого ведьмака. Правильно? Правильно. Я, кстати, Драгонайта не просто так в центр поставил. Чистый урон от Радика никто не отменял. Да, мне нужно собирать ведьмаков. Они необходимы кровь из носа. Я оставлю этого гритера, пусть он бафает мне скорость атаки, все дела. Но... Кстати, антимага поставил, может он не даст ему ману на регене, хотя у меня Радик. Но он опять мне Дум кинул в Драгонайта, серьезно? Снова он закинул свой Дум в Драгонайта. Он не закинул в какую-то левую фигуру, он закинул мне именно в ДК. Серьезно? Когда я играю через этого Дума, единственное, что я могу закинуть, это болт себе в рот на 28. Падла. Он еще и иллюзии расплодил своим Хускаром. Иди-ка ты сюда, кстати, вот спасибо за спектру. Мне это очень нравится. О, хо-хо. Иди сюда. Сейчас мы поговорим. Сейчас мы поговорим. Ой, как поговорим. У меня сейчас еще и посох настакается на этих мобах. Готовься. Готовься, молодой. Такого ты в жизни не встречал, слайдер. 9 воинов. Угу. Сейчас я тебе покажу 9 воинов. Сейчас я поставлю ведьмаков, и ты на своих воинах поиграешь. J33, готовься. Месть будет моя сладкой. Ох, какая сладкая месть будет. Я за тебя отомщу. За своих подписчиков надо мстить. Поэтому готовься. Месть свершится. Ты своим антимагом мог меня вынести, но он своими воинами пока что нас двоих выносил. Ну, сейчас немножечко осталось. Чуть-чуть. Ну, кстати, если он меня вынесет и в таком смысле, когда я ведьмаков поставлю, то я закерю вот этого молодого короля обезьян. Хоть он в двойку, но поверьте. Под ведьмаками он будет казаться в тройку. Так, я надеюсь, ко мне ведьмак придет еще один, да? Угу. О, шикарно. Прям под заказ все приходит. Все как под заказ. Так, так вот так вот, так вот. Тут так, тут так. О, так подождите, мне даже ведьмы, эти волшебники не нужны. Хотя волшебники не дают мне чистый урон с руки. У меня жец идет так хорошо. Нет, это все мне уже не надо. Это все мне уже не... метаморфоз, неплохо. Обезоружь. Обезоружь пойдет обезоружь. Или... Ладно, я Рок Войны скипну. МКБ. МКБ тоже мне пойдет. МКБ мне замечательно подойдет, потому что у меня есть Манки Кинг еще. На всякий случай я в действительности реально могу все перекинуть на Манки Кинга и взрывать. Ой, а в этот раз Дум не на меня, по-моему, кинулся, да? Ой, какая беда. Все, я ему мейнкерри вынес. Все, пока. Я в своей победе не сомневался. Хотя на самом деле, буду откровенно честным, катка потная. Очень потная катка. Прям... Фу. Но ДК в тройку это, конечно, то, что доктор прописал. Время подвести итог по этой катке. Что я хочу сказать? Первое, это реально интересная катка. Очень интересная катка. До конца не думал, что моя задумка удастся. Я думал, что она провалится с треском. Но все порешало то, что до 10-го раунда ко мне приходит Драгонайт. На 10-м раунде мне приходит Гнездо Маморы. И до 20-го, ну ладно, по-моему, 22-й или 23-й раунд мне приходит Драгонайт в тройку через Гнездо Маморы. Это очень круто, это интересно. И вот, знаете...
Это реально имбалансное гнездо. Но оно работает в обе стороны. Как против вас, так и за вас. И так же самое это зависит от удачи. Вам может прийти фиолетовая фигура в тройку довольно-таки рано, то есть на 19-м раунде, грубо говоря, каждый раунд она будет повышаться. Либо же она будет может прийти и к 30-му раунду. Потому что даже на стриме у меня гнездо Маморы раскрылось где-то, по-моему, на 26-м, на 27-м раунде. И что я конкретно хочу сказать по поводу гнезда Маморы. Работает она, соответственно, в обе стороны, как я уже раньше сказал. Но оно и не такое имбалансное, потому что, во-первых, оно должно выпасть. Во-вторых, вам должна прийти фиолетовая фигура. Не факт, что она вообще вам придет до 20-го раунда, и до 25-го раунда, и до 30-го. Именно нужная фигура. Вот сколько раз я играл, мне вот выпал один рыжий лист на 10 уровне, и я потом 15 или 20 раундов 50 плюс монет ролился, и мне не приходил рыжий лист от слова совсем даже в двойку. И вот гнездо Мамора такие проблемы решает. Это прикольная тема, но оно же, говорю, работает в обе стороны. Не дай бог вашему противнику придет то, что ему надо, то все. И не дай бог, оно у него рано раскроется. И некоторым людям реально на 19-м, на 20-м раунде оно раскрывается в тройку. Мне в этой катке довольно-таки неплохо повезло. Оно раскрылось, по-моему, на 22-м или на 23-м раунде. Ну, точно не помню. Но в целом это прикольно. Ну, что еще хочу сказать? Потная, интересная катка. Все, больше мне и нечего здесь добавить. Тут реально нечего. Единственное, что хочу сказать. Dragon Knight это сильный персонаж. Но ему нужны предметы. Без предметов это овощ. Ну и, соответственно, сборка. Ну и, кстати, я в этой катке реализовал гритеров. Получается, гритеры не настолько уж и мертвы, как все они говорят, да? Что думаете насчет этой катки, вы напишите, соответственно, в комментариях. А также я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я буду реализовывать шаманов через волшебников. И всем огромное спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!